доброго дня! Сегодня мы с вами будем испытывать способ приготовления творожных сырков в шоколадной глазури. Понятное дело, что было бы проще купить их в магазине. Но мне захотелось почувствовать себя прям такой хозяюшкой и приготовить эти сырки самостоятельно. Для творожных сырков, разумеется, в первую очередь нам понадобится творог. Творог должен быть мягким. Зерновой для приготовления сырков совершенно не подходит. В творог добавляем сахарную пудру и хорошенько перемешиваем. Также можно добавить ванильный сахар или любой другой аромат, который вам нравится. Далее добавляем растопленное сливочное масло. Список ингредиентов и их количество по традиции будут указаны в описании к видео и в закрепленном комментарии. Творожную массу рекомендуется хорошенько взбить при помощи погружного блендера или протереть через сито. Я попробовала воспользоваться ситом, но быстро поняла, что если я продолжу этим заниматься, то у меня отпадет всякое желание что-либо готовить. Господи. У меня нет погружного блендера, поэтому я решила воспользоваться миксером. Но, к сожалению, он не смог разбить все комочки в твороге. По всей вероятности, блендер в этом деле незаменим. А возможно, дело в том, что и процент жирности творога должен быть более высоким. Я решила сильно не расстраиваться по поводу комочков и продолжила. Творожную массу нужно выложить в форму. Специально для этого рецепта я приобрела силиконовую форму для сырков. Но можно воспользоваться любой, который у вас найдется. Для этого может подойти, например, пластиковая упаковка с ячейками от конфет или зефира. Выкладываем немного творожной массы на дно формочек. Затем добавляем полоску вареного сгущенного молока. Сперва мне показалось, что мои полоски слишком толстые, но позже я убедилась, что так и должно было быть. Ведь сырки у меня тоже получились немаленькие, и тонкая полоска в них просто не ощущалась бы на вкус. Сверху на сгущенное молоко выкладываем творожную массу. Формочка должна быть плотно утрамбована. Затем наши творожные сырки отправляются в морозильник. Пока они замораживались, я подготовила небольшие украшения. Натерла на терке белый шоколад и измельчила арахис. Молочный шоколад нужно растопить на водяной бане и добавить в него подсолнечное масло.
Сырки должны хорошо заморозиться, иначе они переломаются во время извлечения из формы. Я знаю, что говорю, мне пришлось через это пройти. Но и сильно перемораживать их нежелательно, так как в сырок вам нужно будет вставить зубочистки, чтобы удобнее было покрывать их шоколадом. Если ваш сырок будет слишком твердым, придется подождать, чтобы он чуть оттаял. В видеорецепте рекомендовали перелить шоколад в узкий стакан и окунать в него сырки. Но, к счастью, я сразу осознала, что мне не хватит шоколада, чтобы проделать этот трюк со всеми сырками, и я решила просто полить их шоколадом сверху. Шоколад на холодных сырках застывает моментально, но и в миске он густеет довольно быстро, поэтому его постоянно нужно подогревать на водяной бане. Густой шоколад наносится очень толстым слоем, и его расходы в этом случае будут просто неисчислимы. В то же время нужно следить, чтобы ваши сырки не таяли, иначе они будут слетать с зубочисток. Сырки можно украсить, но имейте в виду, что шоколад застывает очень быстро, и украшения на них вряд ли закрепятся основательно. После всех стараний нужно будет подождать, чтобы творог внутри сырков оттаял. К сожалению, вследствие оттаивания на поверхности сырков появляются маленькие капельки влаги. Это немного портит их внешний вид, но, к счастью, не оказывает влияния на их потрясающий вкус. Сырки получаются и правда невероятно вкусными. И этот рецепт действительно стоит того, чтобы с ним повозиться. Всего вам самого вкусного. До встречи через неделю. И спасибо за лайк.